Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Пластмассовый енот». Канал от ИПА и не только. Сегодня мы поговорим о двухплитном термопласт-автомате. Но перед этим не забудьте, пожалуйста, сделать два полезных действия для вас и для нас. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. И, конечно же, не забывайте оставлять ваши комментарии и предлагать какие-то новые темы, которые вам хотелось бы увидеть в будущем. Поехали! Сегодня мы находимся на производственной площадке ООО «Пластпрофи», которая занимается выпуском пластиковых изделий под давлением. То есть это предприятие, которое выпускает различные пластиковые изделия от детских товаров до аксессуаров автомобилей. Поздравляем вас с приобретением еще одного термопласт-автомата на вашем производстве. Расскажите нам, какой по счету станок у вас сейчас на производстве, который находится за нами. Данное оборудование является 28-м, поэтому мы счастливы, что приобрели новый вид оборудования. Это первая машина, которая имеет другой принцип работы. Другой принцип работы, отличный от всех, которые уже у вас есть. Который мы ранее использовали. Это двухплитный термопласт-автомат марки Тедерик, усилием смыкания 550 тонн, Тедерик Нео. И расскажите, пожалуйста, Александр Викторович, почему вы решили для себя попробовать именно такой вид машины? Такое оборудование выпускают уже многие ведущие фирмы, поэтому мы решили попробовать использовать данное оборудование в нашем производстве. Данное оборудование имеет меньше габаритные размеры, что, в общем-то, экономит пространство на производственной площадке. Второй отличительной особенностью – это меньший вес, что позволяет использовать их на определенных видах полов, не требует определенной подготовки и, соответственно, меньше весит, что создает хорошие условия при монтаже данного вида оборудования. Но для тех, кого, допустим, пространство производственное не позволяют, да, сильно разгуляться, как у вас, например, для них это будет тоже очень важный фактор. Да. Еще в чем преимущество, по-вашему, двухплитных термопласт-автоматов? Данный вид оборудования имеет большие отличительные особенности от стандартной работы с колено-рычажным механизмом. Вот это смыкание формы, оно происходит не за счет колено-рычажного механизма, а за счет уже дополнительного привода, но при смыкании самой формы гидравлические цилиндры обеспечивают смыкание и равномерное натяжение колонн. Тензодатчики определяют непосредственно натяжение на каждой колонне, что способствует равномерному смыканию, а также параллельности плит, что увеличивает срок службы пресс-формы. И, соответственно, колонн. Соответственно, всего вида оборудования. Всего вида оборудования. А согласно характеристикам, легче ли в ремонте будет данный станок двухплитный? Ну, судя по опыту обслуживания машин с колено-рычажным механизмом, данный вид оборудования будет в обслуживании легче. Легче. Еще скажите нам, пожалуйста, Александр Викторович, здесь именно на данном станке установлены магнитные плиты для крепления пресс-форм. То есть что это дает? И вообще это получается как дополнительная комплектация в данном станке? Да, этот термопласт-автомат мы приобретали с дополнительным оборудованием. Это магнитные плиты, робот для снятия изделий, а также дополнительное оборудование для загрузки материала на эту машину, ну и, в общем-то, дозирование красителя. А вот магнитные плиты, получается, вы уже пробовали установить пресс-форму. Насколько это проще, насколько это легче и какие это преимущества может дать? Насколько я знаю, можно и сбоку даже устанавливать здесь тоже пресс-форму. Да, магнитные плиты позволяют быстро устанавливать пресс-форму, ну, что значительно сокращает. Сейчас мы оцениваем данное время по сравнению с стандартной установкой с помощью определенных видов зажимов. Но здесь уже сразу показало о том, что наладчикам легче крепить эту пресс-форму и значительно сокращает время.
Вы заказывали комплектацию именно сразу с роботом непосредственно, да, термопласт автомата. Что такое, вот объясните, пожалуйста, для тех подписчиков, которые еще только либо начинают свое производство в литье под давлением, либо только интересуются этой темой, что дает робот на станке, установка его, какие преимущества в литье? Ну, мы уже имеем значительный опыт эксплуатации термопласт автомата с роботом. Во-первых, это дает большие преимущества по охране труда. Человеку не нужно непосредственно проникать внутрь машины для того, чтобы снять изделие. Данный вид дополнительного оборудования позволяет улучшить качество данной продукции, потому как обработчик имеет возможность обработать дополнительное изделие, оценить его качество и, соответственно, удалить брак и не допустить его к выходу для упаковки. Так инженер по качеству осуществляет выборочный контроль, а обработчик видит каждое изделие и способен оценить качество данной продукции. А еще такой вопрос, Александр Викторович. Согласно техническим характеристикам, заявленным именно на двухлитный термопласт автомат, данный Тедрик, какая точность усилия смыкания у него? Мы не так давно начали эксплуатацию данного вида оборудования, поэтому можно оценить пока только заявленные характеристики. Это 0,05 мм, которая дает точность при смыкании и изготовлении изделия на этой машине. А это достаточно высокая точность? Это достаточно высокая точность. Хотел бы обратить внимание на то, что при износе колено-рычажного механизма вот все эти характеристики, они, соответственно, сразу увеличиваются. Здесь же стабильность мы получаем за счет того, что при смыкании формы на каждой колонне гидроцилиндры смыкаются, и тензодатчики отслеживают натяжение колонны, что дает нам хорошую параллельность смыкания и, соответственно, меньший износ пресс-формы. Итак, сегодня мы узнали из первых рук, из первых уст о двухлитном термопласт-автомате, который буквально только на днях запустили на вашем производстве. Расскажите, Александр Викторович, как вы думаете, что вас ждет теперь с приобретением данного станка? Ну, это новый вид оборудования. Я надеюсь, что, в принципе, это принесет нам больше производительность, а также, по большому счету, мы будем иметь определенный опыт при использовании двухлитных термопласт-автоматов. И я думаю, что это перспектива за таким видом оборудования в данное время. Экономия в ремонте, да? Да, это экономия и на ремонтных каких-то ресурсах, это повышение производительности труда, используя магнитные плиты, сокращение времени подготовки на запуск производства. То есть вот такие моменты, они создают хорошие предпосылки для того, чтобы получить хорошие результаты не только в производстве, но и в экономической какой-то сфере. Спасибо вам огромное, Александр Викторович, за такое интересное интервью. До новых встреч! С вами был канал «Пластмассовый енот». До свидания. До свидания.